Все когда-то видели этот набросок, но не все знают его историю возникновения, а она довольно интересна. Этого мужчину называют по-разному. Витрувианский человек или канонический человек. Все эти названия хотят сказать одно. Этот человек претендует быть идеальным мужчиной с геометрически правильными пропорциями. Больше того, этот человек хочет, чтобы всю архитектуру в мире строили по его образу и подобию. В этом видео мы разберемся, почему вокруг этой иллюстрации такой ажиотаж и насколько верны утверждения, что это есть идеал мужчины. Витрувий, в честь которого названа эта иллюстрация, это античный зодчий, который на пенсии написал книгу «10 книг об архитектуре», в которой систематизировал все знания античного мира, включая древнегреческие и древнеримские. Он создал список литературы, ссылался на авторов, но так сложилось, что книга Витрувия – единственная книга, которая дошла к нам с эпохи античной демократии. Мало того, эта книга сыграла ключевую роль в развитии человечества спустя 15 веков. Именно благодаря ей мир получил эпоху Ренессанса, а потом классицизм, барокко и рококо. Именно благодаря ей у мира есть наука и эргономика, а ее принципами до сих пор пользуется человечество. Одни источники утверждают, что она была известна в средние века, а другие говорят, что она стала известна на заре эпохи Возрождения, точнее даже стала ее причиной. В книге было много всякого материала, среди которых были прописаны 6 принципов архитектуры, среди которых симметрия. В этой части говорилось о гармонии форм, которые были тесно связаны с пропорциями человека, и даже утверждалось, что части здания должны ему, человеку, уподобляться. Вот, например, Витрувий пишет про храм Парфенон. Следовательно, если природа сложила человеческое тело так, что его члены по своим пропорциям соответствуют внешнему его очертанию, то древние были, очевидно, вполне правы, установив, что при постройках зданий отдельные их члены должны находиться в точной соразмерности с общим видом всей фигуры. Парфенон был построен в 450-х годах до нашей эры, а Витрувий жил в первом столетии до нашей эры, поэтому он называл тех, кто построил Парфенон, древними. В целом он утверждает, что нельзя рассматривать архитектуру отдельно от человека и его пропорций. Также в части симметрия было приложение, которое называлось «Описание человека», в которой геометрически описывались пропорции идеального человека, точнее мужчины. И был немного странноватый рисунок, по которому сложно было что-то разобрать. К слову, каждый переписчик этой книги рисовал своего витрувианского человека, и Леонардо тоже сделал это. Именно к этому приложению нарисовал в своем блокноте рисунок гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. В приложении было около 17 правил, я их пронумеровала и расположила в определенном порядке для удобства анализа. Первое из них гласит, что размах рук человеческого тела равен его росту. Для того, чтобы это проверить, Леонардо да Винчи вписал своего идеального человека в квадрат, уперев все его части тела в его грани, доказав, что существование такого человека возможно. А если судить визуально, то вполне симпатично получилось. Витрувий не писал о том, что у человека, вписанного в квадрат, его центр будет находиться на его гениталиях. Но из скрупулезной точности Леонардо вышло именно так. Также Витрувий утверждал, что пупок является центром окружности человека. Леонардо нарисовал круг и под каким-то неизвестным углом упер своего человека в края круга, действительно получив центр на его пупке, или наоборот, разместив пупок там, где был его центр. Следующие 2 правила про отношения внутри ладони и внутри ступни. Каждый сам может на себе проверить, правда это или нет, а я их просто зачитаю. Длина от кончика самого длинного до самого низкого основания 4 пальцев равна длине ладони, и следующая ступня составляет 4 ладони. А вот 5 правило из нашего списка более масштабное. Оно звучит так, что длина локтя составляет 6 ладоней. Если разместить ладони витрувианского человека Леонардо, то мы получим вот такое расположение. На мой взгляд, не совсем точно, но в целом то, что Леонардо не показывал свой рисунок никому при жизни, может иметь простое объяснение. Это черновик или он не совсем точный. Чтобы разобраться в этом, нужно проанализировать остальные правила. Следующее правило про размер шага человека, что равен 4 ладоням. По этому рисунку мы не можем точно утверждать, какой у человека размер шага, поэтому перейдем к следующему правилу. Оно гласит, что рост человека равен 4 локтям от кончиков пальцев или 24 ладоням. По поводу локтей идеальное совпадение, а вот с ладонями опять незадача. Если плотно расположить 24 ладони, то 1,5 ладони выходят за края рисунка.
Следующее правило гласит, что расстояние от макушки до подбородка составляет 1/8 его роста. По сути, в нем говорится, что в рост человека вмещается 8 его голов, и это правило верно. Также Витрувий утверждает, что размер бюста человека составляет 4 его высоты, и Леонардо тоже удается эту гипотезу подтвердить, как возможную. Ширина плеч в росте человека помещается 4 раза, совпадает. Расстояние от локтя до подмышки составляет 1/8 его роста, не совсем верно. И правило о том, что длина руки составляет 0,4 его роста, согласно иллюстрации Леонардо, неверно. А вот согласно иллюстрации Витрувия верно, хотя там никак не отражены почти все остальные правила. В целом из этого исследования можно сделать вывод, что рисунок Леонардо да Винчи максимально приближен к теории Витрувия и доказывает то, что существование геометрически правильного человека возможно, особенно если уточнить немного деталей. Труд Витрувия не только стал книгой, благодаря которой в Европе началось возрождение, но и стал основой книги, которую уже в 20 веке написал Ле Корбюзье. Еще много всего интересного на нашем канале, подписывайтесь.